1 августа 2023 года. В карельской глубинке под Петрозаводском происходит страшная трагедия. В небольшом селе Деревянное горят сразу 2 дома. Местные жители сбегаются к месту происшествия. Когда пожарные справляются с огнем, им открывается страшная картина. В первом доме они обнаруживают обгоревшие трупы 2 мужчин. Во втором – тела еще 3 мужчин и 1 женщины. За одну ночь в селе, где живет чуть больше 1000 человек, сразу 6 трупов. Но, как оказалось, эти люди погибли не из-за пожара. Позднее следствие установит. Все они были убиты, на их телах найдут ножевые ранения. В селе Деревянное той ночью случилась самая настоящая резня. Но что самое главное, и об этом в официальных СМИ не говорят, главным зачинщиком этой кровавой резни является никто иной, как Владимир Путин. И это не какая-то метафора и не притягивание за уши. Путин действительно виноват в том, что случилось в Деревянном, виноват в гибели этих людей. В этом видео я докажу его причастность к этому преступлению. Но сначала давайте восстановим хронику событий той страшной ночи. Можете представить себе панику, которая охватила жителей деревни. Там, в Деревянном, ничего страшнее драки никогда не происходило. Деревянное – это небольшое старинное село на берегу Онежского озера. Живут там около 1000 человек. Жители передвигаются по улице на велосипедах и оставляют их безо всяких замков. Кто украдет-то? Все же свои. На все село пара продуктовых, 2 кафе. В крупных городах такие заведения пренебрежительно называют пивнухами. Всего 1 аптека и 1 школа. Жители Деревянного, если не общаются постоянно, то как минимум очень хорошо знают друг друга и почти каждый день пересекаются. В советское время в селе было производство. Здесь изготавливали керамику с древними карельскими мотивами и разные сувениры. А еще работала лесопилка. Но Советский Союз распался, и производства закрылись. Так произошло с большинством деревень нашей страны. Работать местным стало негде, кто-то из-за этого уехал, кто-то стал ездить на работу в город, до Петрозаводска всего 25 километров. А обстановка в селе становилась все депрессивнее. И тут сразу 6 трупов за одну ночь. Наутро новость облетела всех местных жителей, многие в страхе заперли двери. В тот день люди боялись открывать даже своим родственникам. Около 2 часов ночи дома у Ирины Жамойдиной раздается звонок. Ей звонит 12-летний Кирилл Терещенко, ее племянник. Он живет в соседнем доме. Женщина не спит, но трубку не берет, не слышит. Чуть позже Ирина выглядывает в окно и замечает, что на веранде дома родственников загорается свет. Это не вызывает у нее тревоги. Наверняка ее брат, отец Кирилла, проснулся и просто вышел покурить. С рыбалки тем временем возвращается муж Жамойдиной, и они ложатся спать. В тот момент супруга брата Жамойдиной, тоже Ирина, находится на дежурстве. Она работает медсестрой в Петрозаводске. Посреди ночи женщине звонят и сообщают, что ее дом горит. Ирина сразу же бросает все и едет домой. Там вместе с мужем Артемом остались их 2 маленьких детей – 12-летний Кирилл и 9-летняя Женя. Ирина не знает, насколько пожар серьезный, и надеется, что все обойдется. Она молится, чтобы муж и дети выбрались из горящего дома и не пострадали. В тот вечер в Деревянном выпивали 2 приятелей – Максим Бочкарев и Игорь Сафонов. Они уже неделю в запое и сегодня останавливаться не планируют. Все магазины уже давно закрылись, алкоголь не достать. Тогда они решают пойти по соседям и оказываются на крыльце дома семьи Ирины и Артема Терещенко. Стучат в дверь, к ней подбегает Кирилл, сын пары. Хотя идет уже 2 час ночи, мальчик смотрит телевизор и единственный в доме не спит. Он видит в окне 2 пьяных незнакомых мужчин. Они стоят у входа на веранду и криком требуют впустить их. Кирилла, как и всех детей, родители учили дверь чужим людям не открывать. Он вежливо, по-детски объясняет это незнакомцам.
но тем это не нравится. Они приходят в ярость и начинают ломиться в дом. Ребенок страшно пугается и бежит будить своего отца. Когда Артем Терещенко выбегает из спальни, Бочкарев и Сафонов уже проникли в дом. Маленький Кирилл узнает одного из них, Максима. Его в Деревянном знали и боялись все. Соседи постоянно жаловались на него участковому. Мужчина бегал по магазинам с топором, крушил прилавки с алкоголем и вел крайне маргинальный образ жизни. Он немножечко наркоман, соль употреблял. Видимо, перебрал и, как сказать, если по-русски, то крыша поехала. В общем, вот так. Почти весь сознательный возраст Максим провел в тюрьме. Сидел за множество преступлений, от кражи бутылки водки до изнасилования. А вот его приятеля, Игоря Сафонова, светловолосого небритого мужчину, мальчик видит впервые. Артем Терещенко требует, чтобы мужчины ушли и не пугали детей. Начинается драка. Кирилл хватает свою младшую сестренку, 7-летнюю Женю, которая проснулась из-за шума, и бежит с ней прятаться в другой комнате. Там он и звонит тете Ире, сестре отца. Она живет в соседнем доме. Ирина Жамойдина трубку не берет. Тогда Кирилл звонит дедушке. 71-летний Владимир Терещенко живет недалеко, буквально в 3 минутах ходьбы от сына и внуков. Дети постоянно оставались у него на ночевку и часто звонили деду просто чтобы поболтать. Он всегда берет трубку. Так он делает и в этот раз, несмотря на позднее время. На другом конце он слышит шепот внука Кирилла. «Дедушка, в дом вломились, папу бьют». Владимир Терещенко в ту же секунду выбегает на помощь семье. Уже через 2 минуты он оказывается в доме сына. Вместе им удается выдавить нападавших из дома на веранду. Но один из них, тот самый светловолосый незнакомец, прорывается и забегает на кухню дома. Возвращается он с ножом в руке. 12-летний Кирилл помнит, как мужчина со светлыми волосами ударил дедушку ножом, и как тот упал. Как он убил Артема Терещенко, его папу, мальчик не видел. Расправившись с мужчинами, преступники решают сжечь дом, чтобы скрыть следы преступления. Дом семьи Терещенко загорелся около 3 часов ночи. К счастью, Кирилл и Женя смогли убежать. Они выпрыгнули в окно и спрятались в кустах. Дети смотрят, как горит их дом. Первой вспыхивает веранда, где остаются лежать убитые отец и дедушка. Вскоре приезжают пожарные, на шум также прибегает Ирина Жамойдина, тетя Кирилла и сестра погибшего Артема Терещенко. Мне муж кричит, что пожар. Я говорю, где? Брат твой горит. И мы сюда все ринулись. Просто понимала, что дети там. Брат, понимаю, что там. Вот кто убил, они выпустили детей в окно. И дети побежали спасаться к деду. Хотя у деда закрыто, он пришел их спасать сюда. Он пошел детей спасать. Но сам оказался убитым. Племянник рассказывает ей, что пожар устроили 2 пьяных мужчин, и они же убили папу и дедушку. И что один из нападавших их односельчанин, тот, который нападает на магазины с топором. Ирина сразу понимает, о ком речь. Она работала в сельском магазине и часто сталкивалась с выходками Бочкарева. Максим мог вспылить по любому поводу, например, если в магазине была очередь или его медленно обслуживали. Она знала, что тот сидел и что очень много пил. Поговаривали, что и наркотики он употреблял. Дома Бочкарев был тираном, бил и мать, и жену. Женщина звонит в дежурную часть. Не успели полицейские выехать на вызов, по рации сообщают: в селе еще один пожар. Оказалось, что убийцы и не думали скрываться. Пока пожарные тушили дом семьи Терещенко, преступники ворвались в другой дом на соседней улице. Там, примерно в 200 метрах от Терещенко, жила семья Лониных. Артем Терещенко и Ира Терещенко, это его жена. Их я очень хорошо и давно знал. Парень безобидный, вообще вот, правильно, Игорь, что вообще парни классные. И вот семья Лониных. Это Светлана, Константин, Дима и Вова. Дима и Вова, он со Светланой проживал. И, в общем, всем перерезали горло и подожгли дома. Все, что я слышал. По словам местных, в доме Лониных вели асоциальный образ жизни, пили и нигде не работали. Их дом был чем-то вроде притона.
При этом местные с сожалением отзываются о семье. Говорят, что из всех пьющих в селе они были самыми мирными и безобидными. Обычно они не закрывали дверь в дом. Видимо, так они поступили и в этот вечер. Жизнь семьи Лониных – сплошная трагедия. Несколько лет назад они похоронили мать, а потом одного из братьев, Евгения. Жила семья очень бедно. Настолько, что когда у самого старшего из них, Дмитрия, случился инсульт, они не смогли сразу вызвать скорую. Телефон отключили за неуплату. С тех пор он передвигался в инвалидном кресле. В доме в эту ужасную ночь были как раз Дмитрий, инвалид 2-й группы после инсульта, его брат, 42-летний Константин, он ходил на костылях, потому что у него отнялась нога, их сестра, 38-летняя Светлана, жизнь у нее была не легче. 10 лет назад она овдовела, и социальные службы забрали у нее 4 детей. С ней был ее сожитель, 76-летний Владимир Сергеенко. Утром 1 августа к Лониным в гости приехала их тетя Светлана Митрукова. Женщина присматривала за родственниками, возила по врачам, следила, чтобы у них были дрова и еда. Когда Митрукова приехала к племянникам, во двор уже вынесли их обгоревшие трупы со следами ножевых ранений. Дмитрий и Константин были одеты, видимо, на момент убийства еще не успели лечь спать. Владимира Сергеенко и Светлану Лонину убили, когда они уже спали. На них было только нижнее белье, тело Светланы прикрыли курткой. Тетя Лониных потратила все свои сбережения на похороны племянников. Хоронить их пришлось в закрытых гробах. Подозреваемых в зверском убийстве задержат лишь к утру. На тот момент они все еще были сильно пьяны. В руках полиции оказались 38-летний Максим Бочкарев, это как раз тот, которого узнал мальчик, и его 37-летний приятель Игорь Сафонов. Оба ранее были судимы и, судя по совместным фотографиям зоны в соцсетях, даже отбывали срок в одной колонии. Максим Бочкарев – рецидивист. Исходя из приговора суда, он в общей сложности отсидел почти 10 лет за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. В мае 2017-го он вышел из тюрьмы, но ненадолго. В сентябре 2018 года пьяный Бочкарев попытался угнать автомобиль, но двигатель не завелся, так что он решил хотя бы украсть батарею аккумулятора. Той же осенью Бочкарев украл в магазине бутылку водки. За эти кражи, с учетом рецидива, он получил 2 года колонии строгого режима. По данным СМИ, Бочкарев, находясь в колонии, заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Но в публикациях об этом нет каких-либо 100% достоверных источников. Так что либо после 2019 года Бочкарев не сидел, либо сидел, но информации об этом нет в открытом доступе. В середине июля 2023 года, за пару недель до того, как устроить резню, Бочкарев в неадекватном состоянии с топором в руках завалился в магазин, торгующий алкоголем, а позже снес весь товар с полок соседнего гипермаркета. После этого его отправили в психиатрическую лечебницу. Но надолго он там не задержался. Судя по странице во ВКонтакте, Бочкарев женат. 3 года назад у него родился ребенок. Собутыльник и подельник Максима Бочкарева, Игорь Сафонов, тоже уголовник со стажем. Он несколько раз сидел за кражи и грабеж с применением насилия. В колонии он и познакомился с Бочкаревым, их общие тюремные фото датируются 2015 годом. В 2020-м Сафонов освободился и точно так же, как его друг, опять сел. На этот раз за оборот наркотиков в крупном размере. Сафонов работал закладчиком в Санкт-Петербурге. Его взяли с поличным, когда он оставлял по указанным координатам свертки с мефедроном. В итоге осенью 2021 года Игорь Сафонов на 4 года отправился в колонию строгого режима. На момент событий в Деревянном он еще год должен был отбывать наказание в тюрьме. Вместо этого Сафонов оказался в Карелии и вместе с еще одним отморозком устроил резню и отнял жизни у 6 людей. Сестра Игоря Сафонова в интервью «Новой газете» рассказала, что он ездил воевать в обмен на помилование. Женщина говорит, что не видела брата года 4. Его завербовали в сентябре 2022 года, но не в вагнеровцы. Тогда уже зэков набирали и другие ЧВК.
Многочисленные фотографии в военной форме с автоматом в социальных сетях подтверждают, что Сафонов точно участвовал в боевых действиях в Украине. На аватарке на одном из его профилей во ВКонтакте стоит логотип отряда «Шторм-Z». Это подразделение Минобороны, которое укомплектовано бывшими заключенными. 17 марта 2023 года он выложил такое фото с подписью «Сборы домой, туда и обратно, все будет Россия». Жители села Деревянное говорят, что с войны Сафонов вернулся весной. Местный телеграм-канал Daily Карелия со ссылкой на односельчан Сафонова пишет, что после возвращения с фронта он много пил. Через несколько дней после массового убийства в Деревянном обнаружили еще один труп. Тело местной продавщицы, 45-летней Яны Лигарьковой, нашли в старом коровнике на окраине села. Женщина пропала еще пару недель назад, но до трагедии с Терещенко и Лониными искать ее не спешили. Следователи выяснили, что погибшая женщина свой последний вечер проводила в компании одного из преступников, Максима Бочкарева. Лигарькова не так давно похоронила мужа. Он погиб в аварии по пути домой из Петрозаводска, и, овдовев, она начала пить. Ее часто видели в компании Бочкарева, Сафонова и еще одного их приятеля, Андрея Прокоева. Прокоев трижды сидел за кражу и один раз за причинение тяжких телесных. До августа 2024 года он должен был отбывать наказание в колонии, но записался в ЧВК «Вагнер» и получил помилование. Прокоев вернулся домой в мае, и у них с Лигарьковой начался роман, который продлился несколько месяцев. За 2 дня до пропажи, 18 июля, Лигарькова пришла в гости к своей подруге Екатерине и рассказала, что хочет расстаться с Прокоевым, но тот не дает ей прохода. Женщины разговаривали и пили чай, а в это время в квартиру Лигарьковой ломились Прокоев и его друг, судимый за кражу Александр Дмитриев. Поняв, что Лигарьковой дома нет, мужчины пришли к ее подруге Екатерине и силой выволокли Яну оттуда. 19 июля, на следующий день, Лигарькова снова пришла к подруге. Все ее лицо теперь было в синяках. Снимать побои женщина отказалась. Потом Яна сказала, что пойдет домой отлеживаться, но оказалась в компании Андрея Прокоева и Максима Бочкарева. В Деревянном считают, раз Яна Лигарькова в последний день до пропажи была в компании Бочкарева, то он точно знал, что именно с ней произошло. Знал и молчал. Поэтому в селе верят, что если бы тело Яны Лигарьковой нашли раньше, то Бочкарева бы задержали за сокрытие преступления. Тогда бы убийство Терещенко и Лониных не случилось. В данный момент суд над преступниками еще не завершен. Они арестованы и ждут приговора. Они могут получить пожизненное, а могут и 20 лет. Может быть, они снова окажутся на войне, переживут ее, вернутся на волю и продолжат убивать. Эта история показывает, что войну очень легко начать, но невероятно трудно закончить. И сейчас, спустя почти 2 года, стало понятно – война пришла в Россию. И не только на приграничные территории, она намного ближе к каждому россиянину в любой точке страны. Она живет в соседних домах и ходит с нами по одним улицам. Но воюют с россиянами вовсе не украинские бандеровцы-неонацисты, а те самые насильники и убийцы, которых Владимир Путин своими личными указами выпускал из тюрем. 17 марта в России пройдут выборы президента. Давайте используем эту возможность, чтобы выступить против Путина. Ровно в полдень, в 12:00, 17 числа, приходите на свой избирательный участок и голосуйте за любого из кандидатов в бюллетене. Главное, не за Путина. А оставшееся время используйте, чтобы убеждать остальных это делать. Присоединяйтесь к нашей агитмашине и звоните россиянам, если живете за границей. Пользуйтесь ботом «Агитирую Россию» или просто поделитесь с друзьями ссылкой на этот ролик. Если они до сих пор поддерживают Путина или сомневаются, эта история может их убедить. Нет войне, нет Путину и свободу Алексею Навальному.